Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Сегодня готовим чизкейк. Тот самый нежный, бархатистый, в меру сладкий десерт с легким ванильно-лимонным вкусом. Для начала достаньте необходимые продукты из холодильника. Они должны быть комнатной температуры. Готовим основу. 300 граммов песочного печенья отправляем в чашу блендера. Туда же 50 граммов обжаренных на сухой сковороде орехов и измельчаем в мелкую крошку. В зависимости от жирности печенья добавляем к нему от 50 до 100 граммов очень мягкого или растопленного сливочного масла и перемешиваем. Если считаете, что с маслом очень жирно, замените его молоком. В результате должна получиться влажная масса, которая хорошо прессуется и в то же время легко рассыпается. Перекладываем песочно-ореховую крошку в форму. У меня разъемная диаметром 24 см, донышко которой я застелила бумагой для выпечки. Чем меньше диаметр формы, тем выше получится чизкейк. Основу для него можно делать с бортиками или, как в моем случае, только донышко. Массу хорошо уплотняем с помощью силиконовой лопатки или любым удобным способом. Далее есть два варианта. Отправить форму в духовку на 10-15 минут, а затем остудить до комнатной температуры. Или поставить в морозильник на 20 минут, что я и сделаю. Тем временем разогреваем духовку до 180 градусов и готовим сырную массу. Нам понадобится 500 граммов творожного или сливочного сыра. У меня в ведерке 1 килограмм сыра. Визуально отбираем половину. Этот сыр очень плотный, маслянистый, чуть-чуть соленый. В общем, то, что надо. Добавляем к сыру 150 граммов сахарной пудры и на самой низкой скорости не взбиваем, а именно перемешиваем до однородности. Если будете использовать сахар вместо пудры, добейтесь полного его растворения. В идеале сырную массу надо перемешивать силиконовой лопаткой или венчиком, не насыщая ее пузырьками воздуха. Но учитывая плотность этого сыра, лопаткой тут не справится, поэтому используем миксер. Туда же добавляем 200 граммов сметаны, у меня 20%, и продолжаем смешивать. Следом вливаем 150 граммов сливок, жирностью желательно от 30% и выше. Хотя можно и менее жирный, но при этом уменьшится сливочный вкус десерта. В зависимости от густоты сыра вам может понадобиться до 200 граммов сливок. По одному добавляем 2 яйца категории СО. Если у вас помельче, используйте 3 яйца. Миксер мне больше не понадобится. Берем силиконовую лопатку. Добавляем в массу 20 граммов кукурузного крахмала, это столовая ложка с верхом, цедру 1 лимона, сок половины лимона и экстракт ванили. Но у меня такого нет, поэтому беру ванилин. Окончательно смешиваем все ингредиенты до однородной массы. Достаем форму из морозилки и выливаем на застывшую песочную основу сырную начинку. Аккуратно распределяем ее по всей площади. Слегка потрясем форму, и если на поверхности появились пузырьки, избавляемся от них. Устанавливаем форму на решетку, а уровнем ниже противень с кипятком. Готовим чизкейк на паровой бане. Выпекаем первые 30 минут при температуре 180 градусов на режиме нижний нагрев или верхний плюс нижний нагрев без конвекции. Затем убавляем нагрев до 150 градусов и печем еще 30 минут.
Остужаем чизкейк в несколько этапов. Не открывая духовку, выключаем ее и даем чизкейку медленно остыть в духовке в течение 2 часов. Через полчаса после отключения духовку можно чуть-чуть приоткрыть. Затем достаем его из духовки и оставляем при комнатной температуре на 1 час. Далее тонким ножом проводим вдоль стенок формы, чтобы при дальнейшем охлаждении его не порвало. Накрываем форму пленкой и отправляем в холодильник с сроком от 6 до 12 часов для стабилизации и созревания. На следующий день достаем чизкейк из холодильника, снимаем пленку, еще раз проходим ножом вдоль стенок, убираем разъемное кольцо и переносим десерт на блюдо. Извлекаем бумагу и при необходимости выравниваем бортики с помощью сухой горячей спатулы. Чизкейк можно оставить классически белым и украсить листиками мяты или оформить по своему желанию фруктами и ягодами. Нарезать чизкейк лучше горячим сухим ножом и подавать к столу спустя 15-20 минут после холодильника. Именно в этот момент его текстура максимально приятная, а вкус и аромат раскрываются в полной мере. Рекомендую приготовить и попробовать. Желаю всем приятного аппетита! Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Коллекция рецептов. С вами была Дина. До новых встреч!